мать Сталина. Пока имя Сталина гремело на весь мир, где-то в Тбилисском дворце жила тихая пожилая женщина, которая до конца жизни называла его просто Сосо. Екатерина Геладзе или Кекея родилась в бедной семье на окраине Гори. Отец Гончар умер от малярии, мать вскоре тоже ушла. И девочка рано стала сиротой. Дядя забрал ее к себе, и в нищете она все же научилась читать и писать по-грузински, редкость для женщины ее круга. Позже это выльется в ее навязчивую идею во что бы то ни стало дать образование своему сыну. Муж ее, Виссарион Джугашвили, поначалу вовсе не был карикатурным пьяным сапожником. Молодой, работящий, верующий, грузинский рыцарь, как вспоминала Кеке. Но смерть двух первых сыновей его сломала. Он стал пить, все чаще поднимал руку на жену и единственного выжившего ребенка. Маленький Сосо рос болезненным, но очень сообразительным ребенком и все чаще прятался с матерью у соседей. В итоге Виссарион уехал в Тифлис, фактически бросив семью. Вся жизнь Кеке сосредоточилась на одном человеке – Сосо. Она бралась за любую работу – уборщица, прачка, швея. 17 лет отработала в ателье. Ей было важно только одно – сын должен учиться. Она добилась для него места в духовном училище. Потом в Тифлисской семинарии. Мечтала видеть его священником. Гордилась, что он хорошо учится. Много читает и поет в церковном хоре. В ее воспоминаниях Иосиф самый умный, самый способный, но уже в юности упрямый и бунтующий. Шли годы. Сын становился все более отстраненным и замкнутым. Она не понимала, что происходит, и мучилась от этого. А он не мог рассказать ей всего, поскольку уже встал на путь революции. Ее ненаглядный Сосо бросил семинарию, связался с бунтовщиками, а потом и вовсе попал в тюрьму. Когда ее любимый сын стал вождем, Кеке даже не смогла этого как следует осмыслить. Сталин поселил мать во дворце в Тбилиси, но она жила там в одной комнате, избегала внимания, слала сыну чурчхелу и варенье, и носила у сердца его детскую фотографию. Сын писал ей короткие письма, записки на грузинском. Русскую грамоту она так и не выучила. А в 1935 году он приехал к ней последний раз. Кеке умерла в 1937 году от воспаления легких. На похороны Сталин не приехал. Гроб нес Берия. Скромная грузинская женщина так и не поняла масштаба власти своего сына и до конца жизни возвращалась мыслями к одному. Где именно ее любимый Сосо свернул с той дороги, по которой она так старательно его вела.